Всем привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Прочитал книгу легендарного Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и сделал на нее обзор. Он будет содержать не все, но самые важные рекомендации и примеры книги. На книгу будет два варианта обзора. Вы смотрите вариант «Книга по блокам. Вводная часть и 7 навыков». Навык третий «Сначала делайте то, что необходимо делать сначала». Ваш ответ на один вопрос поможет вам лучше разобраться в третьем навыке. Что вы могли бы делать, но в настоящее время не делаете, из того, что при регулярном выполнении привело бы к огромным позитивным переменам? Поставьте видео на паузу и ответьте на этот вопрос. Первый навык говорит нам «Вы программист», дает нам понять, что мы творцы. Второй призывает написать программу, позволяет нам определить цели. Третий навык запускает написанную ранее программу, обеспечивает нас стимулом начать движение к целям. Если лидерство, второй навык, определяет, что именно нам нужно делать, то управление, третий навык, обеспечивает нас достижением намеченного за счет дисциплинированности, следованию установленному порядку и исполнению. Кови выделяет 4 уровня управления временем. Первый предполагает использование записок и памяток. Второй уровень управления временем – введение календарей и ежедневников. Это записи не только текущих дел, но и планирование на будущее. Третий уровень характеризуется расстановкой приоритетов, прояснением ценностей и сравнением значимости дел относительно друг друга. Четвертый уровень – понимание, что управление временем – это управление самим собой. А что значит управлять собой? В своей работе «Общий знаменатель успеха» Грей писал: «Удачливые люди имеют обыкновение делать то, что неудачники делать не любят. Удачливым людям тоже совсем не обязательно нравится это делать, но они подчиняют свои чувства задаче». Наши цели и наши приоритеты должны стать основой наших действий. Суть управления собой хорошо представляет матрица управления временем. Оси этой матрицы – это срочность и важность выполняемых нами дел. В левой части дела срочные, а в правой – несрочные. Срочное требует нашего немедленного внимания здесь и сейчас. Для большинства из нас это, например, звонящий телефон. Это очевидно давящие на нас дела, требующие немедленных действий. Часто эти дела могут быть неважными. Неважные дела находятся в нижней части матрицы, а важные – в двух верхних квадратах. Важные дела способствуют реализации вашей миссии, вашим ценностям, вашим важнейшим целям. Сосредотачиваясь на квадрате 1, срочных и важных делах, критических ситуациях, неотложных проблемах, задачах с горящими сроками, люди оказываются бомбардируемы проблемами каждый день. Квадрат становится все больше, пока не накрывает человека целиком. Отдушина для таких людей – квадрат 4. Неважные, несрочные дела. Пустая трата времени, праздное времяпрепровождение, бессмысленные и несрочные дела. А общее соотношение затрачиваемого времени – 90% первый квадрат, 10% четвертый. Путая квадраты 1 и 3, многие проводят значительную часть своего времени в третьем квадрате. Они реагируют на срочное, считая это важным. Но чаще всего эта срочность определяется приоритетами других людей. Свое время эти люди тратят на постоянные разговоры и звонки, какую-то корреспонденцию, ведение никому, в том числе и им самим, ненужных таблиц и тому подобное. Третьи проводят все свое время в квадратах 3 и 4. Их образ жизни можно назвать безответственным. Эффективные люди держатся подальше от квадратов 3 и 4. Они сокращают квадрат 1 за счет концентрации своего внимания на квадрате 2. Профилактических действиях, поддержании ресурсов и средств, установлении связей, поиске новых возможностей, планировании и восстановлении сил. Это, безусловно, нужные дела, но за которые необходимо заставить себя взяться. В самом начале обзора вам был задан вопрос, и если вы отвечали на него, можете перепроверить себя, входят ли эти дела в квадрат 2. Где же найти время на выполнение дел второго квадрата? На начальном этапе Стивен Кови рекомендует использовать в качестве ресурса квадраты 3 и 4. Далее первый квадрат будет сам сокращаться за счет выполнения профилактических дел квадрата 2. Как организовать работу во втором квадрате так, чтобы первый начал сокращаться? Для эффективной работы с квадратом 2 Стивен Кови рекомендует использовать органайзер, соответствующий 6 критериям. Согласованность. В органайзере должно быть место для вашей миссии, чтобы можно было к ней постоянно обращаться. Согласовываются ли ваши текущие задачи с вашими высшими приоритетами? Сбалансированность. Ежедневник должен давать возможность проработать цели каждой вашей роли. Сфокусированность на квадрате 2. Ваш ежедневник должен вдохновлять и побуждать вас уделять время важным, но не срочным делам. Человеческое измерение.
Ежедневник должен учитывать и то, что вы работаете не только с планами, но и с людьми. Кови рекомендует подчинять планы людям, а не наоборот. Гибкость. Ежедневник– это ваш слуга, а не господин. Он должен учитывать ваш стиль, ваши нужды и особенности. Портативность. Ежедневник должен быть таким, чтобы вы могли всегда иметь его при себе. С ежедневником или без третий навык предполагает 4 шага. Определение ваших ролей. Шаг второй. Выбор целей для каждой роли. Цели должны быть сформулированы как результаты, а не как методы. Третий шаг – планирование. Определите, когда и какое время вы уделите каждой из целей. Планировать автор рекомендует понедельно. Последний шаг – ежедневная адаптация. Это целесообразная реакция на непредвиденные обстоятельства. Как же быть с делами из 3 и 4 квадратов? Делегировать. Все, что мы не делегируем другим людям, мы делегируем своему времени. Передача ответственности профессионально подготовленным людям дает вам возможность направить свою энергию на более важные дела. При этом не обязательно иметь подчиненных, ведь, например, родители могут делегировать мытье посуды ребенку. При делегировании Стивен Кови рекомендует обращать внимание именно на результаты, а не на методы. Что вы хотите получить в итоге, а не как нужно действовать. Определите правила, опишите ограничения, но не переходите в делегирование методов. Определите, какие ресурсы можно использовать для достижения результата. Установите критерии исполнения, которые будете использовать при оценке результатов, в том числе и сроки для отчетов и оценок. Также автор рекомендует определить позитивные и негативные последствия, которые наступят по итогам оценки. Для нарабатывания третьего навыка Кови рекомендует несколько практических рекомендаций. Все вы можете узнать, прочитав главу о третьем навыке целиком, а в обзор попали 4. Первое. Определите действия из квадрата 2, которые вы не выполняли, но которые могут оказать позитивное влияние на вашу жизнь. Запланируйте и обязуйтесь выполнить их. Второе. Попробуйте подсчитать, сколько процентов своего времени вы отвели на каждый из квадратов последние 3 дня. Третье. Составьте список дел, которые вы могли бы делегировать, и список людей, которым вы могли бы делегировать каждое из дел. Четвертая рекомендация. Спланируйте свою следующую неделю по алгоритму третьего навыка. Помните о необходимости запланировать время и на следующее недельное планирование. Если для поддержания собственных знаний, что безусловно является делом из 2 квадрата, вы и в дальнейшем собираетесь использовать канал «Читаем для вас», подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь с теми, кто вам дорог, этим видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!